Холодный октябрьский ветер хлестал по лицу Михаила Родионова, когда он вел старый катер «Надежда» через неспокойные воды Охотского моря. Морская соль забивалась в глаза, а тонкий слой иния покрывал палубу. Волны непрерывно били по корпусу, и каждый рывок двигателя отдавался в груди, напоминая о возрасте судна и о том, как мало у них осталось запчастей. Жизнь в поселке рыбачьей формировалась поколениями. Здесь жили люди, привыкшие к суровому климату, ветру и промыслу, и Михаил чувствовал связь с этим местом всем своим существом. Запахи рыбы, скрип причалов и постоянный шум прибоя были для него как родной голос. Семья бедствовала, старый катер требовал ремонта, навигация была архаична, денежные долги давили, а перспективы казались мрачными. Каждый поход в море превращался в бой не только с водной стихией, но и с ситуативной нищетой, из которой почти не было выхода. Однажды Михаил направился к Медвежьему острову, рискованное место в 30 милях от берега. Окруженное подводными камнями и переменчивыми течениями, путь туда требовал опыта и умения читать море. И не каждый отважился бы отправиться в таких погодных условиях. На северном берегу он увидел наполовину зарытый 20-футовый контейнер с надписью «Маерск», чей металлический блеск странно контрастировал с мрачным пейзажем. Ржавчина, обросшие водорослями стенки, торчащие ручки дверей. Все говорило о долгом пребывании в соленой воде. Сломав ржавый замок, перебирая инструменты и думая о холоде, он медленно открыл двери. Внутри порядок и сохранность груза удивили. Ящики аккуратно уложены, но запах, который вырвался наружу при вскрытии, был настолько насыщен, что Михаил на мгновение забыл о простом расчете стоимости. Это было не просто содержимое. Это была вещь, способная перевернуть жизнь. Михаил показал находку жене Анне. Та узнала ваниль по аромату, осторожно держа в руках стручок и закрыв глаза, как будто пытаясь вспомнить что-то далекое и теплое. Она работала поваром в местном кафе и знала цену качественным специям. Искусственный ванилин рядом с этим богатством казался дешевкой. И Анна сразу ощутила масштаб возможного благосостояния. Быстрые подсчеты и разговоры о цене превратились в серьезную проблему. Если груз действительно стоил миллионы, то это притянет внимание людей с разными мотивами, от честных покупателей до криминальных перекупщиков. Они понимали, что нужно действовать аккуратно. С одной стороны, шанс вывести семью из нищеты. С другой – риск столкнуться с опасными людьми и потерять все из-за поспешных решений. Михаил обратился к друзьям. В морской администрации он нашел поддержку у Сергея Петрова, который мог проверить официальные записи и дать юридическую подсказку. Двоюродный брат Игорь в таможне обещал проверить базу данных импорта, а журналистка-расследователь Елена Морозова выразила готовность помочь с публичной поддержкой и проверкой фактов за пределами поселка. Каждый из них дал свое. Кто-то опыт службы, кто-то доступ к архивам, а кто-то – это возможность вывести историю на свет, чтобы уменьшить давление теневых игроков. Михаил понимал, что одиночные усилия в таких делах мало что значат. Нужны были связи, экспертизы и люди, готовые поставить репутацию и ресурсы, чтобы защитить правду. Петров обнаружил, что подобные «шакалы» уже промышляли в портах. Были случаи, когда люди появлялись после кораблекрушений и пытались присвоить найденное, выдавая себя за законных представителей, и обсуждение этого показало, что схема была отлажена. Поддельные коносаменты, липовые доверенности, попытки запугивания местных. Игорь тем временем нашел в международных реестрах записи о контейнере. Казалось, что по водовороту документов можно провести несколько противоречивых линий. Заявлен был то кофе, то какой-то другой груз, а реальная цепочка владения просматривалась с трудом. Елена вела свою линию. Связалась с бразильскими источниками и добилась ответов, которые проливали свет на более темные детали. Кражи грузов в порту, необычные страховые выплаты и туманные следы преступных группировок, которые могли быть причастны. Юрист из Владивостока Андрей Соколов взялся официально оформить заявление о находке и выстроить правовую стратегию. Он подробно объяснил, какие шаги нужно предпринять, чтобы сохранить права нашего рыбака, какие документы подготовить и какие запросы отправить в международные органы. Он также подсказал, как действовать с учетом статьи о находках, зарегистрировать факт, дождаться 6-месячного срока и параллельно защищаться от претензий. Вся работа требовала внимания к деталям, правильное оформление, запросы в Интерпол, связи с бразильскими органами
и Соколов аккуратно подготавливал базу, под которую можно было опереться в суде и публичном поле. Елена публиковала расследования и привлекала к истории внимание средств массовой информации, потому что знала, огласка может стать и защитой, и ускорителем правосудия, и ее материалы разоблачали мошенников, показывали документы и давали общественную оценку происходящему. Публичность давала эффект двойной силы. С одной стороны, отпугивала наглых преступников, делая их действия рискованными. С другой, привлекала новых претендентов, желающих попытать счастье. Тем временем давление на семью усиливалось. К дому приходили люди с угрозами, катер пытались поджечь, соседи шептались, и это напоминало старые годы, когда подобные истории заканчивались плохо для простых людей. Экспертиза Всероссийского НИИ пищевых ароматизаторов стала ключевым моментом. Профессиональный анализ подтвердил, что ваниль – премиум-класс, мадагаскарская бурбон с высоким содержанием ванилина и соответствующей методикой обработки. Это сняло часть споров по качеству и подтолкнуло расчет рыночной стоимости на объективные основания. Научные заключения показали возраст товара и технологию обработки, что помогло связать контейнер с событиями пятилетней давности и опровергнуть ряд претензий о подмене груза недавно. Эксперты пояснили, что подобные пряности ценны не только материально, но и как товар с четкой идентификацией происхождения, что важно для права владения и торговли. Михаил инвестировал в дом, новый катер и развитие поселка, понимая, что одна семья – это мало, а изменение общей ситуации гораздо важнее. Он купил современное судно, но и дал работу другим, создав артель, которая позволила объединить ресурсы и вернуть людям возможность потеряться. Он профинансировал ремонт школы, больницы и инфраструктуры, вложившись в долгосрочные проекты. Детская площадка, новая дорога к причалу и уличное освещение делали жизнь поселка безопаснее и комфортнее. Это было сознательное решение – поделиться частью найденного богатства, чтобы изменить судьбу сообщества, а не увести все в персональные комфортные рамки. Проект с французской компанией Vanilla Global стал следующим этапом – предложение инвестировать в тепличную плантацию ванили. Необычная и амбициозная идея предлагала не только коммерческую выгоду, но и технологический прорыв для региона. Проект предусматривал современные теплицы с климат-контролем, автоматикой и лабораториями, что позволяло выращивать орхидеи в условиях, имитирующих тропические, и сделало бы поселок уникальным в стране. Несмотря на сомнения и трудности, Михаил увидел в этом шанс обеспечить стабильные рабочие места и привлечь специалистов, а также сделать регион менее зависимым от рыболовства как единственного источника дохода. Путь был нелегок. Первые годы дали малые урожаи и технические проблемы. Растения плохо приживались, технологии требовали тонкой настройки, а климатические нюансы и болезни добавляли сложностей. Эпидемия грибка нанесла серьезный удар. Часть посадок погибла, потребовались дополнительные вложения и изменения агротехники, завоз устойчивых сортов и модернизация системы вентиляции. Это показало, что в агробизнесе, особенно экзотическом для региона, нельзя рассчитывать на быстрые победы. Нужны терпение, инвестиции в исследования и готовность адаптироваться. Упорство окупилось, к 4-му году плантация вышла на проектную мощность. Новые сорта и улучшенные методы дали стабильный урожай. Продукция получила признание на внутреннем и международном рынках, и Vanilla Global расширила инвестиции. Экономическое и социальное воздействие стало заметным, выросло количество рабочих мест, пришли молодые специалисты, а экономика поселка диверсифицировалась. Михаил, который когда-то просто искал рыбу, теперь управлял бизнесом, финансировал стипендии и поддерживал общественные инициативы. Он стал локальным лидером, внимание к которому привлекали и государственные программы развития. Социальная сторона истории была сложна. Часть жителей завидовала успеху, считая, что найденное следовало поделить. И это породило конфликты и споры. Некоторые политические фигуры и старые руководители колхоза выступали с критикой, требуя коллективных распределений.
Михаил отвечал ясно. Он действовал по закону, суд подтвердил его права, и он старался направлять ресурсы на общее благо. Но споры показывали, что в маленьком сообществе любые изменения воспринимаются остро и эмоционально. Диалог с жителями, прозрачность решений и вовлечение в проекты – часть его стратегии борьбы с недоверием. Финал истории, судебные решения, продажа ванили и реализация проектов сделал возможным многое. После уплаты налогов и расходов у семьи осталась значительная сумма, которую они вложили в жизнь поселка и свое благополучие. Дети получили образование и возможности. Анна открыла ресторан, а Михаил продолжал выходить в море. Но уже не из нужды, а из любви к делу. Его жизнь стала смесью предпринимательства, социальной ответственности и простых радостей рыбака. Памятная табличка на Медвежьем острове и мемориальные события ежегодно напоминали о том дне, когда случайная находка стала поводом для перемен. История получила широкий резонанс. Журналистские материалы, книга и международные интересы сделали поселок примером того, как одна находка при умелом и честном управлении может изменить судьбу региона. Волков и другие недобросовестные претенденты получили по заслугам. Суд и право разобрали их схемы. И криминальные фигуры были либо осуждены, либо скрылись. Для Михаила главное оказалось не в миллионах, а в том, что он смог дать людям надежду и возможности, а также доказать, что иногда смелость, честность и готовность бороться приносят плоды, которые важнее личного богатства. Эпилог. Поселок. Рыбачий преобразился. Появились туристы, новые предприятия, агротуристический кластер, проекты продолжали развиваться, и Михаил оставался человеком моря, который знал цену штормам и штилю. Он по-прежнему выходил на рассвете, когда море было спокойно, и думал о том, сколько еще тайн хранит океан. Но теперь он знал, что один человек, готовый бороться и не бояться ответственности, может изменить не только свою судьбу, но и судьбу целого сообщества.